Здравствуйте. Тема сегодняшнего моего семинара – это мое учение о Боге, система оздоровления. В данной теме я показываю технологию познания действия Бога, когда Он оздоравливает и одновременно самовоссоздается. В данном случае, прежде всего, необходимо применить данную технологию сразу конкретно к себе. То есть, когда вы делаете, предположим, какой-то выздоравливающий, например, уровень управления, то получается, что при выздоровлении вы получаете в оздоровлении, то есть в самом уровне оздоровления. Поэтому здесь применимо такое понятие, как именно выздоравливающий уровень восстановления. Когда вы слово, предположим, отделяете от звука, и тогда вы получаете, что сразу попадаете в систему духовного уровня познания в действии оздоровления. То есть, как делает Бог? Он, когда делает управление, например, по уровню собственного здоровья, предположим, то тогда здесь происходит действие, направленное на то, что когда он оздоравливается, то оздоравливаются все вокруг. И поэтому в данной технологии можно увидеть очень простой принцип оздоровления, когда вы уже на системном уровне можете восстанавливать, предположим, здоровье других и свое собственное одновременно. То есть здесь нужно уделить внимание именно одновременности действия в вашем импульсе оздоровления. Поэтому, когда вы, например, решаете вопросы управления событиями в этом случае, вы получаете сразу же как бы двоичный импульс. Иногда импульс развивается на бесконечный уровень информации, когда ваше здоровье – это есть еще и норма событий. Поэтому нужно рассматривать позицию управления таким образом, что вы формируете как все одновременно события вокруг себя, так и статус собственного здоровья. Получается, что вы должны в системе бесконечного количества событий найти собственное здоровье на информации фактически, то есть на уровне собственного восприятия. И получается, что здесь вы, кроме прямого действия, управления, вы еще можете дополнительно применять поисковый уровень, то есть вы видите себя в здоровом состоянии и одновременно формируете события на здоровье. Получается, это уже второй критерий управления. Есть еще следующий критерий управления, когда вы видите уровень своего здоровья в любом событии как ваше действие. То есть, рассматривая, например, действие по оздоровлению другого человека или, вообще говоря, просто любое действие, вы видите в так называемых отраженных системах то, что вы здоровы. То есть не обязательно наблюдать, например, за собой в этом случае, а достаточно получать как бы косвенную информацию, делая, предположим, какое-то управление, вы на всех уровнях управления видите, что вы здоровы. Для этого нужно иметь специальный как бы именно уровень собственного восприятия, чтобы уметь увидеть себя во всех проявлениях в здоровом состоянии. Для этого нужно рассмотреть уровень, когда Бог, делая здоровье, Он прежде всего делает здоровье всем сразу, потом в отдельности каждому, и получается, что таким образом формируется его собственное здоровье. То есть для Бога любой уровень отклонения от здоровья – это величина, которая касается его лично. И получается, что если вы, например, делаете управление по такому же типу, так как делает Бог, вы должны рассмотреть какой-то, может быть, даже самый отдаленный сигнал, который касается вашего здоровья. То есть это прежде всего, если кто-то где-то не здоров, даже в бесконечном уровне информации, вы должны выявить, что конкретно касается вас. То есть в данном случае речь идет о том, что вы должны выявить уровень собственного здоровья, фактически на уровне стратегического, то есть дальнейшего управления, и выявить, что является причиной, например, того, что вы являетесь здоровым человеком. То есть именно причина вашего здоровья, то есть что возложено на вас, например, и когда вы делаете управление, то какая ваша задача в какой-то конкретной ситуации. Например, мы собрались в этом зале, нужно сделать так, чтобы был здоров, например, какой-нибудь уровень достаточно большой по площади, какая-нибудь там, предположим, страна была оздоровлена. И тогда, если мы начнем, например, делать управление, чтобы люди в России были более здоровы или просто были здоровы, тогда получается, что мы должны выявить структуру личной задачи в этом действии. То есть увидеть, так же, как видит Бог, увидеть собственную систему знаний, направленную на оздоровление. То есть технологически на уровне сознания мы должны абсолютно
четко воспринимать какую-то вначале одну причину, и именно ту, которая касается лично вас. То есть в принципе, получается, что это личный вопрос человека. И когда вы делаете такую конструкцию на уровне понимания именно действия, то получается, вы делаете так же, как делает Бог, вы делаете управление, направленное прежде всего к вам, выявляя свою собственную задачу, в общем-то, самостоятельно. То есть Бог дал свободу действий, поэтому вы выявляете эту задачу. Тогда в бесконечном уровне проявления любого действия вы видите свой собственный статус здоровья. То есть таким образом вы его уже сформировали фактически, и ваша задача только лишь навсего суметь эти проекции дальше уже из области, например, многообразного проявления, да, уровня вашего здоровья направить уже на себя, то есть на свое физическое тело. Дальше получается, что вы формируете статус собственного физического тела, и получается, что в этом действии вы опять имеете дело прежде всего с собой, но в дальнейшем, когда вы начинаете подходить ближе к себе, вы видите действие Бога. То есть чем ближе вы подходите к себе на информацию, тем точнее вы видите действие Бога по отношению к вам. И когда вы начинаете выявлять свою личную причину, то есть вы, как, например, один уровень, да, управления, и Бог как многомерный, то есть всеобщий уровень управления, то вы видите, что Бог дает вам знания, в том числе в вашем физическом теле. То есть если присмотреться в этом случае к физическому телу и посмотреть на себя, например, глазами Бога, то тогда можно увидеть, что вы имеете достаточно много ресурсов даже в первичном действии, то есть, например, не изучая там какие-то длительные курсы оздоровления, а уже в первичном действии можете выявить систему собственного здоровья. Тогда нужно, чтобы многообразные области слились как бы в один уровень восприятия. То есть сейчас я все время делаю управление вокруг того, что есть многомерная система и есть один уровень восприятия. И стараюсь как раз вывести к тому, чтобы ваше любое действие было действием оздоровления. То есть если человек научится, например, в структуре любого действия получать собственное здоровье, то получается, что тогда вечная жизнь будет уже, в общем-то, просто задачей личности, когда человек просто-навсего ставит эту задачу и выполняет. То есть я опять привожу к тому, что есть задача личности. Ведь получается, с этой точки зрения, вечная жизнь – это тоже задача личности. Потому что в вечном уровне развития человек всегда выявит именно интересующую его причину управления. И когда вы начинаете таким образом делать управление, то есть даже просто размышлять, например, то получается, что выявление причины управления, то есть вот зачем вы делаете управление, сразу понятно. То есть есть задача, а вот на уровне души и на уровне духа или на уровне сознания одновременно совпадает ли эта причина, например, с тем, что Бог дал в виде цели управления, например, для души. То есть в данной технологии очень четко нужно разделять именно уровень души, духа, сознания, физического тела. Когда мы имеем комплексное, то есть гармоничное здоровье, то получается, что эти уровни должны соответствовать по цели управления Бога. То есть нужно смотреть, что в каждом отдельном случае Бог поставил перед человеком. То есть задача тела человека, физического тела, задача, например, уровня сознания, именно того уровня, например, сознания, который направлен на бесконечное развитие. То есть если выделить именно этот уровень, то получается, что мы имеем статус управления, когда вы, имея, например, задачи души и задачи духа, реализуете для того, чтобы иметь здоровое физическое тело, но при этом физическое тело имеет сопоставимые задачи. И вот когда вы переходите к тому, что физическое тело может иметь задачи, сопоставимые с задачей души, вы понимаете, что вечная жизнь физического тела – это есть норма с точки зрения Бога, потому что для Бога это единый уровень управления. И вот когда вы, например, это понимаете, то получается, что вы обеспечиваете вечную жизнь физического тела, потому что душа имеет вечную жизнь. И когда вы уже смотрите, как вообще это действие происходит, то получается, что данное действие технологически происходит на самом деле достаточно просто. То есть совпадение цели Бога и цели каждого уровня вашей личности на уровне бесконечного управления – это есть то, что вы обеспечиваете именно вечное развитие своему физическому телу. То есть когда вы физическому телу обеспечиваете структуру
вечного развития, то вы, в принципе, получаете уже локальные системы управления. То есть вам нужно восстановить, предположим, какой-то уровень собственного здоровья, и при этом вы можете это сделать в уровне, например, прогнозного управления. То есть в текущее время, если вы делаете управление, но, например, уровнем же действия является то, что вы постоянно здоровы. Бог делает так, чтобы человек имел возможность быть все время здоровым человеком. Получается, что уровень восстановительный – это уровень управления событиями будущего, и когда вы, например, это управление делаете, то получается, что вы можете постоянно восстанавливать другого человека или там других людей, и при этом иметь, например, статус собственного здоровья, но при этом вам не обязательно все время делать оздоровление как уровень, который направлен на именно процесс, например, лечения. Ведь оздоровление – это есть уровень и управления событиями, в том числе, когда вы решаете задачи души, задачи духа, сознания. И в этом случае получается, что вы оздоравливаете структуру информационную фактически, то есть вы делаете управление от себя в сторону нормы, и получается, что вокруг ваших действий оздоравливается фактически вся внешняя реальность или там внутренняя реальность. Да? Если вы восприняли растение уровнем разума, то есть растение находится у вас в мышлении, то вы оздоравливаете таким действием и растение. И получается, что процесс оздоровления в данном случае гармонично перетекает именно во всеобщий процесс оздоровления. То есть вы не только занимаетесь собой, но и по закону фундаментальному от Бога вы рассматриваете любой уровень реальности как уровень, который нуждается в вашем действии именно нормы. То есть если где-то то же самое растение нуждается в управлении нормой, вы тогда должны фактически восстановить, да, например, норму функционирования данного растения. Но дальше вы уже переходите к структуре понимания, как вообще растение устроено тогда. То есть получается именно всеобщая норма здоровья – это есть понимание процесса именно в текущем времени. Ведь проходит, например, небольшой промежуток времени, и тогда технологический уровень управления может быть другим. Поэтому здесь главное понять, каким образом ваше собственное действие совпадает с тем, что в мире и как устроено в данный момент, и как вы сможете этому помочь действию именно в гармоничном развитии в сторону вечного развития. И вот когда вы вот этот именно корень управления, что именно вечное развитие начинаете выводить к себе, то вы видите, что ваша вечная душа, то есть ваш бесконечный дух, формирует ваше локальное физическое тело. То есть здесь конкретно видна именно технология формирования тела вашими же собственными системами, данными от Бога. Получается, что вы можете на уровне сознания наблюдать взаимодействие духа и души по формированию здоровья вашего тела. Когда вы это понимаете, то достаточно в этом состоянии понимания находиться, при этом вы здоровы и никаких болезней у вас нет, и вы можете вполне оздоравливать других только пониманием. То есть это очень простая, в общем-то, ситуация. Бог, который может дать здоровье всем, он же может не заниматься, например, детально, да, локально каждым, он может находиться просто в состоянии, в каком-то, ну, например, в том, где вы можете также своими собственными усилиями, видя это состояние, делать аналогично фактически. То есть вы можете, осознавая всю внешнюю реальность и видя, как ваше здоровье, как вы лично формируете реальность, этот уровень оздоровления передавать другим. То есть сейчас мы можем провести конкретную такого типа практику в управлении. Вы воспримите все внешние, лично вас, касающиеся сигнала реальности, и сделайте так, чтобы данный уровень управления был направлен на здоровье всех других людей и одновременно на ваш уровень здоровья. То есть ваш, он как бы проходит через всеобщий план спасения, но там вы находите себя. То есть таким образом мы можем вполне выделить свою структуру здоровья, и если нам нужно сделать так, чтобы, например, не было взрыва на АЭС, тогда мы вполне можем по норме здоровья другого человека, вообще говоря, сделать такую ситуацию, чтобы не было этого взрыва, то есть реализовать структуру нормы здоровья другого человека. То есть уровень здоровья, он достаточно понятен для человека. И когда вы, например, делаете управление в сторону бесконечного развития, то получается, что вы вполне можете, например, рассматривая, опять же, то, что на данном именно каком-то уровне должен быть уровень нормы, то вот эта вот система АЭС,
атомной электростанции входит в систему просто нормы, так же, как и то, что какая-то там травинка в норме, да, предположим, любой объект информации в норме в сторону вечного развития. Тогда получается, что вам достаточно всего лишь навсего как бы прислушиваться к системе собственного здоровья. То есть это, по сути, это управляющая диагностика, где вы одновременно делаете управление на нормировании, всего лишь навсего реагируя на собственный статус нормы. И когда вы, например, отсюда делаете управление, то ваши личные дела, они часто тем более решаются гораздо быстрее, потому что вы воспринимаете более глобальные задачи в цивилизации, вообще говоря, локально по каким-то коллективам, предположим, или же у отдельного человека. Да? Например, человек решил сделать какую-то работу, и ему нужно добавить здоровье, и это для него достаточно сильный уровень, это все равно, что, да, создать там целый, например, мир. Тогда вы можете выявить этого человека и дать ему здоровье, и получается от всего мира, вот который он еще только собирается создать, так как ситуация неразрывная, то есть мир, например, в виде искусства, да, произведения искусства или в виде чего-либо другого, в принципе, может быть, просто у него мысль такая, которая охватывает, предположим, весь мир, да, тогда получается, что вы получаете управление к себе уже от всего уровня его потенциального желания. То есть, если вы учитываете вот именно личностное состояние другого человека, вы получаете уровень несопоставимо более большой, в уровне именно положительного эффекта действия, но для вас. Тогда возникает такой уровень управления, что вы получаете назад очень большое количество информации, то есть сделав иногда маленькое там управляющее действие, уже именно на уровне пользы, что ли, так скажем, для вас, восстановления вашего здоровья, вы получаете очень большой уровень обратной как бы волны информации. Получается здесь задача уметь сделать так, чтобы вся эта система работала на уровне нормы обратно же, да? То есть вы должны обратную волну управления направить таким образом, чтобы распределить уже управление по уровню, например, тому, где еще нужно добавить именно, например, целевого управления по здоровью. Но здесь основной задачей является, и вообще говоря, для всех задачей является распределить правильно вот эту систему как бы взаимной пользы, да, в управлении. Получается, ведь Бог, когда делает управление, Он в едином импульсе создает здоровье, вообще говоря, для всех сразу. И получается, что здесь, когда вы начинаете как бы разбираться в этих системах связи, то получается, мы можем увидеть, что, например, формирование органа какого-то как здорового органа, это есть уровень, когда вы можете сделать событие нормированным по отношению к себе в целом, если вы знаете, как формируется здоровье, например, одного органа или одной системы. Потому что здесь мы имеем все-таки универсальный, по сути, принцип действия, и отсюда ясно, что всегда можно восстановиться, если вы, например, достигли хотя бы там раз одного управляемого импульса по восстановлению там, любого, предположим, уровня, или кого-то другого восстановили, или получили эффект у себя. Но если даже вы, например, не делали такое управление, то получается, вы все равно можете всегда быть здоровы, потому что вы можете себя осознать как личность, которая понимает все происходящее, то есть которая реагирует сразу на все происходящее и имеет уровень как своего здоровья, так и уровень всеобщего здоровья именно в вечном развитии. Я все время здесь подчеркиваю структуру вечного развития, потому что это есть критерий именно созидательности и бесконечности вашего действия. То есть, когда вы действуете бесконечным образом, вы действуете так, как действует Бог. Потому что отслеживание именно бесконечного уровня управления – это есть специальная задача, которая позволяет любому вашему импульсу иметь еще бесконечное значение. То есть, например, вам не нужно там где-то искать некую энергию или там придумывать какие-то системы доступа специально. Достаточно только одно желание вывести в структуру бесконечности, и вы получаете, что в бесконечном уровне развития ваше желание по, например, восстановлению здоровья человека достигает нормы. Но когда вы достигаете данной нормы в реализации, то есть человек восстанавливается, вы можете этот же импульс бесконечно вывести в конечную систему начала его. То есть, как делает Бог, Он может не формировать, например, по времени действия, Он же создает просто, по сути, систему событий. Получается, что для него, например, ведь нет источника, откуда он может брать некую, да, информацию. Он должен делать технологически так, чтобы и создавать саму информацию, и одновременно обучать других, как можно сделать управление такого же типа. То есть фактически вот
именно действие, ну, которое как бы воспринимается извне, это есть система передачи информации, это есть обучение фактически других. И получается, что исходя из этого, например, здесь можно рассмотреть собственный статус. Вот если вы как личность хотите рассмотреть, что, например, вам нужно, да, в данной системе, то вы должны уметь у себя научиться фактически тому, как вы распространяете систему управления. То есть вы должны посмотреть с точки зрения Бога, где механизм, например, самообучения, да, заложен в вашем действии. И получается, что в этом случае тело можно рассматривать как бесконечную величину с точки зрения действия Бога. То есть вот здесь вот есть логический узловой момент, когда вы можете увидеть действие конечного тела как бесконечная величина. И когда вы рассматриваете таким образом, что действие физического тела – это есть бесконечная величина, то дальше видно, что, собственно говоря, любой элемент тела тоже бесконечная величина. И отсюда есть прямой контакт физического тела и Бога. И вот здесь вот, когда вы начинаете такое управление совершать, то получается, что, выйдя на структуру прямого контакта, вы все время видите, как Бог создает ваше тело. Вы приобретаете знания, потому что вы работаете уже физическим телом фактически. То есть ваше физическое тело находится в статусе постоянного взаимодействия. Да? Наступает некое ощущение, например, там, тепла, и вы эту мысль уже выводите на уровень понимания через логику. То есть вы формируете собственное сознание таким образом, что вы имеете статус собственного развития в своем сознании, причем именно такой, что ваше сознание начинает формировать ваше физическое тело по вашему управляющему импульсу. То есть вы можете регулировать тогда уже действие на уровне не простого, там, например, физиологического уровня управления. Например, есть ручей с холодной водой, и вам нужно как-то искупаться, но не простудиться, предположим. Тогда, получается, можно это делать каким-то иным способом, например, там, пойти в сауну, но можно сформировать структуру сознания таким образом, что вы в любом случае не простудитесь. И тогда получается, что действие человека формально таким образом выражено вообще вот в истории даже развития цивилизации, так скажем, что человек всегда фактически имеет ресурсы для полного восстановления здоровья. То есть если он захочет, например, это сделать реально, да, и выявит, например, вот эти именно личностные, что ли, характеристики, как я вначале сказал сегодняшнего семинара, то тогда получается, что вы сможете здесь увидеть то, что ресурс всегда есть. А вот выявление личностных характеристик – это, вообще говоря, простая очень величина. Это либо ваша собственная задача, которая вам очень нужна в реализации. То есть в качестве личности вы можете выявить и себя также, не обязательно это может быть кто-то другой. А тогда с собой получается, как бы, будем так говорить, проще работать, да? То есть, и получается, с этой точки зрения вы, когда делаете такое управление, просто-навсего вы должны обосновать свою задачу, но уже в технологическом смысле, именно с точки зрения вечного управления, вечного развития. Кто, например, занимался длительное время с темами именно вечного развития, предположим, даже несколько месяцев, он начинает обращать внимание, что в структуре вечного развития есть определенный уровень законов, которые начинают фактически как бы действовать на уровень именно, например, тех величин, которые можно отнести к конечным величинам. То есть если есть, например, конечное действие, например, там, физического тела в плане просто действия, то есть человек может что-то показать рукой, например, и когда вы делаете управление дальнейшее, то дальше действие Бога, например, да, такой же рукой, оно может быть неотличимо. То есть если вы, например, начинаете эту структуру понимать, то получается, что вы можете осознать, где физическое тело Бога делает управление по отношению именно к внешней среде. То есть вы можете видеть, как вообще вы должны тогда это делать. Для этого вам нужно понять именно, почему для Бога, имеющего, например, да, единое физическое тело, вы, например, должны в этом случае просто рассмотреть, почему для Бога действие, например, его собственное и действие всех людей – это единое действие на уровне именно вечного развития. То есть здесь получается, что структура вечного развития – это есть то, что любая величина в бесконечном развитии – это всегда величина, которая обладает собственной волей. Вот когда вы выявляете структуру, что в вечности это есть уровень полной свободы действия,
то получается вы, естественно, понимаете, что технологически-то вы освоить структуру собственного восстановления всегда можете, потому что вы можете выявить уже даже просто на информации, что вообще касается вас в этом плане. То есть выявление вот этой фактически причины управления для именно вечного развития, это есть выявление вашей собственной величины в управлении. То есть вы можете в бесконечном действии выявить целый алгоритм действий именно тех, причем даже не просто алгоритм, а целую, может быть, системную, в общем-то, как бы, можно здесь так сказать, что системную характеристику действий. Вот здесь вот очень такие усложненные понятия, потому что здесь структура личности, она пересекается со структурой внешнего мира. Ведь основная задача уловить, как личность действует на мир, как Бог действует на мир. Да? Тогда получается, что словесная фаза становится более мягкой. То есть слово и действие начинают совпадать. И когда вы начинаете видеть, где есть разделение, например, слова и действия, то вы понимаете уже себя, то есть свои собственные задачи в этом действии. Ведь кроме вашего действия еще существуют задачи, личностные задачи в вашем действии. То есть, например, вы идете в магазин, но при этом существуют внутренние задачи души, которые могут не совпадать с тем, что вы идете в магазин. Или же вы действуете по уровню, предположим, вашего собственного управления, но при этом внутренние глубинные задачи личности, они могут быть другие. То есть они синхронны с тем, что вы делаете. Это вы же и делаете, но при этом вы думаете о другом и можете на уровне души делать совсем другое. То есть направлен, например, на решение задачи спасения цивилизации, ну, к примеру. Тогда получается, что ваше внутреннее действие, да, действие от Бога, фактически вы его начинаете ощущать. Что есть действие от Бога? То есть внешняя форма, вот, которая именно разделяет вашу личность, например, и мир, да, и ваше именно духовное действие. Тогда вы видите, что статус всеобщего здоровья – это, вообще говоря, ваша норма. То есть стоит вам только войти в эту норму, вот, хотя бы там на миллисекунды какие-то, вы можете оздоровить очень большое количество людей, там, полностью оздоровиться самостоятельно, если вы, например, даже просто устали, да, пусть у вас и не будет никаких заболеваний. То есть вопрос заключается только в том, что вы начинаете видеть, где ваша личность начинает фактически влиять на внешний мир. И при этом формируется внутренний мир, ваш собственный. То есть внутренний мир как уровень постоянный, данный Богом, и внутренний мир, который практически здесь выявлен как уровень вашей собственной задачи. То есть вы видите, как формируется тогда ваш внутренний мир. То есть на уровне, например, чувств, на уровне вашего собственного управления, на уровне ваших собственных задач, вы начинаете видеть, каким образом можно формировать всю внешнюю реальность и при этом создавать управляемый внутренний мир. То есть начинается система пересечений с тем, что вы делаете, и с тем, что у вас уже было от Бога, и что вы можете, например, также от Бога, но получить в виде управляемого уровня, и через этот уровень уже осознать первичную структуру, что было вам дано изначально. То есть уровень постижения знания, когда знания дают ваши истинные корни с точки зрения развития от Бога. То есть увидеть Бога глазами человека, да, личными глазами, и воспринять так, как воспринимает личность Бога. Тогда, получается, вы здесь можете видеть, что его действие, направленное к вам, оно всегда действие благожелательное, то есть действие, желающее и делающее добро. Не только желающее добра для вас, но и делающее реально добро, причем в вечном развитии. То есть Бог дает эту константу во времени и в событиях. И получается, что задача человека в некоторых случаях только лишь на эту константу как бы опереться, да? То есть суметь выявить именно вот этот импульс, да, сигнал Бога, действие Бога, направленный на то, что вы имеете вечное развитие, и вы опираетесь на эту систему, тогда получается, что, например, система по воскрешению людей – это есть то, что они тоже должны всего лишь навсего рассмотреть, что такое существует, хотя бы вот на уровне как бы вашего восприятия. То есть если вы можете воспринимать, вы можете свое восприятие передать в любую систему. То есть вы можете восстановить таким образом все системы, которые были в прошлом. И получается, что в этом случае идет сжатие пространства и времени, если мы, например, хотим понять, каким образом
предположим, сделать весь мир таким, что мир управляем вами, тогда получается прошлое тоже должно быть управляемым. Да? Тогда получается, что должно быть действие, которое бы приводило к тому, что именно ваше действие не было бы разделимо с действием прошлого. То есть вы должны уметь влиять на прошлое фактически. Но так как прошлое это как бы истекшая считается величина в логике управления, то здесь именно в событийном плане, то есть как проверить, что вы повлияли, например, на прошлое. Здесь технологически очень просто прослеживать структуру управления на текущие моменты и на моменты будущего. Тогда получается, что если еще очень сильно сжать, например, структуру будущих событий до уровня именно бесконечного уровня нормы, то есть информация, например, настолько плотная и мощная, что вечное развитие обеспечено, по крайней мере, на уровне души вы это видите, то получается остается только текущая фаза событий. И текущая фаза событий, она как раз таки определена на логике очень просто. Это есть логика, которая строит всю внешнюю и внутреннюю реальность. То есть я вот сейчас привел к тому, что на логике вы можете это увидеть, очень просто причем. Когда вы начинаете эту структуру видеть, вам часто не нужно в этой системе управления как-то особенно там, например, в управляющий уровень входить, да, или делать какие-то сильные, например, какие-то системы управления в плане, например, концентрации каких-то усиленных, а достаточно просто сконцентрировать вот эту мощную как бы логику в структуре текущего события и ввести в структуру просто желание на всеобщее развитие. Но тогда вы должны лично выбрать, вы должны лично решить, что это есть ваше желание, вечное развитие. Когда вы вводите это желание в структуру текущего, практически единого, да, времени, где событие и время – это единая величина, вы получаете практически решение всех вопросов, включая часто очень быстрое решение своих личных вопросов и по здоровью, даже если вы, например, не занимаетесь, да, то есть вы здоровы, но тогда у вас резерв здоровья увеличивается, и одновременно норма событий фиксируется. Сейчас вы сделаете это управление, а я поработаю вместе с вами через мощную концентрацию, в том числе в этом зале, а лучше во всем мире. Здесь, кстати, нужно вот управление делать достаточно все-таки на логике свободно. То есть вот логика должна быть очень как бы расслаблена, спокойна, потому что уровень управления происходит от физического тела, в том числе в данном случае. Поэтому получается, что на логике вы можете очень просто и свободно управлять. Не обязательно сильно концентрироваться, чтобы получить исходное или там искомое действие. Да? Исходное с точки зрения исхода нормы и исходного с точки зрения цели управления. И когда вы, например, начинаете делать такое управление, старайтесь видеть, как ваша логика на уровне фонового как бы свечения, она очень четко определена в виде границ управления. То есть в данном случае, предположим, сфера логики управления, например, там, над головой человека, это есть уровень очень подвижный и очень простой. То есть здесь получается, что можно видеть свою собственную логику на уровне практически просто свечения. И тогда получается, что вы можете из своей души собственной, или, например, от физического тела, или духом формировать структуру логического развития. В этом случае резервный уровень логики будет очень сильным, и достаточно тогда в логическую мысль просто вложить как бы многопараметрическое действие в вашу личность, где вы вполне по параметру, например, души, то есть уровень управления от души, например, пусть это будет именно параметр души, уровень управления от духа, от тела и от уровня, в общем-то, можно в том числе всей внешней информации сделать управление, тогда получается, что вы переводите логику на внешнюю информацию. Здесь вот переход, он очень, в общем-то, незаметен на уровне даже восприятия душой, кстати, потому что больше воспринимает физическое тело в плане вечного развития. То есть ваше вечное физическое тело знает, что это так, а, например, душа фиксирует текущий момент времени. То есть ваше вечное физическое тело – это весь внешний бесконечный мир, а душа – это есть то, что формирует именно текущее время. И получается, таким образом вы можете приблизиться к своей душе, но уже как бы извне, через физическое тело, через бесконечное физическое тело. То есть выявив в структуре бесконечного развития нормы, вы можете увидеть, что ваша душа имеет весь механизм развития вашего же тела. То есть посмотреть на
душу собственную через свое физическое тело, причем через все. То есть не выделяя там, например, мысль, не выделяя там какой-то уровень специальный, и так как задача, опять же, каждого научиться делать самостоятельно, так как делает Бог в плане именно вечного развития, то получается, что задача, она не перекладывается на кого-либо, или же она, по крайней мере, реализуется, да, вместе с кем-либо, или если там технолог, который хорош, именно технолог в управлении, то он может, конечно, помочь, но здесь задача заключается в том, чтобы понять свой собственный статус, вот, как вы выражены в каком-то конкретном все-таки действии, то есть в действии всеобщего развития, вот, как вы выражены. То есть, например, вы приняли решение для вечного развития, нужно сделать какое-то действие. Тогда где вы находитесь в данном действии с точки зрения вашего восприятия? Вот есть бесконечная система информации. В данном случае я говорю о том, что, например, там, управляющим ясновидением или там, духовным видением можно увидеть, где вы находитесь, да, например. Или можно увидеть, где находится любой объект реальности. Но здесь можно рассмотреть такой элемент. Постарайтесь самостоятельно увидеть также. То есть увидеть ваш внутренний мир, который управляет внешним миром. Тогда вы начинаете видеть, что касается вас в плане именно задачи управления. То есть вы видите, кого вообще вы можете спасти уже, например, любым своим действием. И когда вы начинаете видеть, что вообще сама система спасения – это всегда всеобщая система, то есть просто так сделать один импульс спасения, и чтобы он был локальный, такого, в общем-то, получить нельзя, по сути, именно всеобщего развития, ибо любое действие, оно также всеобщее, тем более действие спасения. Получается, что мы имеем уровень управления, когда структура вашего собственного действия – это и структура общего, то есть всеобщего действия, и причем та структура, которая вам помогает. То есть вы можете увидеть, что весь внешний мир, то есть вся система информации, и, естественно, лично Бог, Он вам помогает в вашем действии. Ваша задача только лишь научиться это делать. То есть часто в структуре действия заложена мощная именно технологическая система обучения. Поэтому вот по данному уровню моего учения система обучения – это есть и система действия, где через ваше состояние и ваше действие люди очень быстро и серьезно могут научиться на уровне именно таких именно фундаментальных знаний. То есть уровни этого обучения могут быть такие, что человек через свой собственный уровень развития, то есть когда он это делает самостоятельно, может просто личным действием показать это другому, даже, например, не говоря в виде слов, да, система обучения. Но вообще говоря, обязательно в перспективе желательно, да, сопроводить это либо в телепатии, то есть именно мысленно словами, либо дать просто какое-то обозначение в виде слов данному действию. То есть в данном случае часто может быть так, что вы просто сказали кому-то из окружающих, что, как действует, да, как работает такая система, одному человеку достаточно часто. Если больше, это гораздо лучше для спасения всех. Тогда это действие расходится сразу на всех, потому что вы передали фактически вот этот организующий сигнал именно всеобщего развития. Получается, что выявление собственного статуса именно в вечной жизни – это структура передачи сигнала управляющего на вечное развитие. То есть, чтобы увидеть себя именно в бесконечном развитии, получить правильную, полезную информацию уже, получается, у структуры, в общем-то, своего собственного действия, то есть как бы видя себя и получая информацию оттуда, но из будущего, включая вечное будущее. Здесь важно проследить, как вы передаете знания другому. И вот элемент передачи знаний – это есть то, что обозначает действие. То есть, исходя из этого, можно увидеть, что все действия строятся по принципу как бы расширения пространства по времени. То есть, так как Бог может делать все сразу и мгновенно, то именно обучающее действие, то есть передача импульса знания, это есть то, что формирует события. Здесь получается, как бы мы имеем дело с обратной величиной, то есть не с тем, что вот мы просто управляем и делаем, например, какое-то действие, как бы идущее от нас, а то, что мы просто выявляем структуру знания, пусть даже один импульс знания, да, этот импульс начинает увеличиваться и формировать события. В этом случае, ну, если вот рассмотреть такой случай, как бы два объекта там физических, чтобы сделать действие между ними, надо какую-то третью величину в управлении ввести. Получается, что здесь именно этот уровень управления – это то, что как раз-таки и формирует ваши события, потому что вы получили правильные знания.
То есть получение правильного знания по вечному развитию – это есть формирование событий, где вы участвуете. И получается, что событие – это есть величина, которая направлена к вам. То есть, например, рассмотрим, предположим, там даже много событий, то знание ваше, получается, вы поняли какую-то систему знаний, но эта система знаний, она начинает регулировать события. Вот обратите именно в дальнейшем на это внимание, потому что это очень простая система управления событиями. Так как делает Бог, Он фактически дает структуру знания другим, и, получается, формируется событие. И в этом случае, вот именно как устроено коллективное сознание с точки зрения этого аспекта управления, здесь очень просто можно увидеть, что если вы, например, получаете это событие по отношению к себе, то вы делаете правильно вот в данном событии. То есть критерии, в общем-то, диагностические. Вы, например, берете в событии какие-то независимые величины, получаете от соотношения величин просто понимание этого процесса, и из этого понимания вы получаете, почему какое-то действие происходит именно сейчас. То есть с чем оно связано. Что это связано? Это есть получение знаний, например, достаточных, да, для данного действия там, кем-то или в какой-то ситуации. Или же это все-таки, например, действие, направленное на вечное развитие, но в таком контексте формирования мира. И когда вы, например, начинаете понимать данную структуру, то получается, что для того, чтобы просто и правильно понимать вот именно многосложные процессы мира, надо уметь их упрощать. Потому что в данном случае система понимания может быть самой различной, а вам нужно получить конечное правильное управление. Часто для этого может быть не очень много времени, но тогда вы должны перейти на время ваше. То есть время, которое растяжимо, и оно управляемо в зависимости от вашего желания. И когда вы переходите уже на ваше собственное время управления, то вы видите, что бесконечный уровень управления, он тоже у вас. То есть вы управляете данным временем, и вы можете регулировать ситуацию в событиях. То есть время, перемещающееся на события. То есть время, где, вообще говоря, событий как таковых, вообще говоря, там нет. То есть как бы чистая фракция времени. Как только вы выделяете эту структуру временную, то получается, что вы находитесь именно в структуре, где, пусть даже есть два уровня, да, событие и время, например, да, или событие, или даже первичный момент времени, там, следующий момент времени. Так вот, система разделения, если первичный момент времени – это организация всей реальности, например, да, то получается, следующий элемент времени – это все равно каждая текущая реальность и бесконечная. То есть вот уровень бесконечности, он практически здесь находится. То есть уровень бесконечного, что ли, плана событий, потому что бесконечность, она не где-то там далеко, не надо за ней там куда-то за горизонт шагать далеко. Задача заключается в том, чтобы выделить концентрацию бесконечности возле, например, там, вашего физического тела. Когда вы начинаете эту структуру выделять, вы видите, что весь мир, он устроен часто в этом уровне восприятия так, что вот эти вот именно линии бесконечного уровня управления, это есть линии, которые дают структуру бесконечной жизни, то есть вечной жизни, только потому, что вы перемещаетесь в данной структуре пространства. Но так как мы занимаемся управлением и не должны зависеть, да, от каких-то там линий, например, то задача сформировать, чтобы в любой системе пространства мы находились в равнозначной системе вечного развития. Для этого нужно знания, которые вы имеете у себя, очень быстро передавать с точки зрения нормирования развития. Потому что знание нормы бесконечным образом складывается перед вами же. Принцип очень простой. Вы поняли, что вы, значит, сейчас знаете в структуре, например, здоровья всеобщего или там только, например, вашего, или просто как вообще действовать с точки зрения именно достижения вечного здоровья. Тогда данные знания, получается, что через бесконечное действие приходят уже к вам. И вы получаете многократный уровень увеличения данных знаний. То есть вы можете в следующий раз еще больше дать знаний практически уже не только там, одному там, какому-то человеку или там, многим людям, а вообще говоря, если даже тому человеку, вот, например, которому вы дали знания, вы дали еще больше, пусть даже безусловным действием, да, например, показывая, как вы лично это делаете, но можно и сопровождать словами, я сказал, можно, например, давать в телепатии,
Здесь главное проследить, что человек реально научился, что он может быть спасен, и у него есть данные по именно вечному развитию. При этом он может быть спасен только одним вашим импульсом. То есть не обязательно его в этом смысле, предположим, как-то очень долго, да, например, учить. Ведь задача большого количества знаний в том, чтобы просто все люди постепенно занимались именно технологией вечного развития, а научиться можно часто, вообще говоря, там, одним действием, одной фразой или же просто пониманием ситуации, да, даже просто наблюдая с внешней стороны. Таким образом, вы видите, что ваша личность существует как там, как бы, да, с точки зрения управления, с точки зрения Бога во внешнем мире, так и с точки зрения вашего восприятия в той области, вот, именно которую вы воспринимаете. То есть для Бога ваша личность существует, вообще говоря, везде. Ведь Бог создал вас по образу и подобию в том числе. И поэтому получается, что когда вы это понимаете, вы видите, что вы очень близки к Богу. То есть уровень и методы Его управления, они, вообще говоря, вам очень понятны, и часто они, вообще говоря, те же самые. То есть если рассмотреть, например, восприятие Бога, то на уровне просто человеческого действия он может воспринимать и себя, и других точно так же. То есть он не разделяет, вообще говоря, что человек, там, например, созданное им же, делает что-то менее значимое или менее, там, например, расширенное или менее управляющее. То есть с точки зрения Бога человек действует также на человеческом уровне. И получается, что вот это вот отсутствие разделения между самим Богом и человеком, это есть то, что Бог постоянно передает знания, по сути. Потому что Он знает, что человек правильно действует, например, тогда Он и передает правильные знания. То есть знание того, что вы действуете правильно, это есть передача правильных знаний. Логически очень ясно. С точки зрения того, как добиться, например, данного состояния, то нужно просто изначально сразу же строить, по крайней мере, максимум усилий прикладывать к тому, чтобы любое ваше действие было правильным. Ведь понятие правильности – это управление. Например, нужно сделать так, чтобы 3 атомные электростанции там, через 5 лет не были взорваны. Тогда получается, вот сейчас они уже не взорваны, да, в другом импульсе управления от души, то есть душа сразу расформировывает данные события. А при этом вы же, например, за критерий правильности что принимаете? То, что, естественно, направлено на ваше личное действие, да, в данном критерии действия. И получается, что когда вы начинаете, например, анализировать именно понятие правильности действия, это то, что просто-навсего вы сделали в управлении через макро именно спасение, через всеобщее спасение. То есть это всегда правильно действовать для спасения всех. Тогда получается, что правильность – это понимание и однозначность действий, например, через всеобщий уровень. И причем спасение всех, в отдельности каждого, более того, чтобы еще каждый мог следующего научить всеобщему, причем спасению. И получается, что вот чем больше эта задача развивается, тем проще становится вот этот термин, как всеобщее спасение. То есть человек не ощущает себя стоящим под неким таким мощным уровнем задач, а на самом деле это его естественный уровень понимания мира, то есть это точность, вообще говоря, управления. И когда вы начинаете дальше уже смотреть, что должен делать человек, то дальше понятно, что он должен опять же упрощать ситуацию. То есть упрощать, чтобы она была более доступна, более понятна, более проста с точки зрения технологичности, с точки зрения, например, простоты управления, ну, такой некий, скажем так, волнообразный, да, принцип, что идет некое, может быть, даже усложнение, хотя на самом деле фундаментальное понимание мира – это и есть простота, по сути, максимальная простота. То есть чем вы более фундаментально понимаете процессы связи в мире, тем проще вам, да, в этом мире. И получается, что, учитывая, что в бесконечном мире нужно сделать так, чтобы человек, например, не утомлялся, да, чтобы он мог делать постоянно дела, при этом, например, он должен иметь систему не просто там личного развития сейчас, он должен постоянно заботиться о том, по крайней мере, ну, для начала, может быть, да, хотя бы периодически заботиться о том, чтобы имелся ресурс для бесконечного развития. И получается, что если мы начинаем сравнивать эту работу с работой Бога, получается, что Бог, Он тоже делает только разовые действия. То есть Он не занимается постоянно тем, что, например, у него вот, например, задача вечного развития, он постоянно как бы это делает. Так как Бог делает каждое следующее действие, то получается, Он делает разовые действия по передаче информации людям, например.
И когда вы видите эту технологию, то получается, что единый импульс, он с точки зрения данного действия, он практически приравнен или, так скажем, похож внешне, да, на уровне информации на периодические действия, а также он совершенно такой же, как и бесконечное количество информации, только отличается размером. То есть здесь можно очень четко увидеть, как вообще устроена информация с точки зрения восприятия. То есть упрощение — это часто переведение на простые какие-то формы, оптические системы. То есть в этом случае, в этой технологии, именно системное оздоровление по технологии именно учения моего о Боге, можно увидеть, что форма информации — это есть величина регулируемая. То есть любое информативное действие можно просто очень перевести в систему форма. То есть бесконечное развитие, например, это бесконечная форма, но которая имеет, например, сфероидальную форму, ближе к вам, а первый импульс может быть какая-то точка. Да? И когда вы начинаете свой импульс реализации вводить в бесконечную форму, то есть вам нужно добиться того, чтобы просто действие было бесконечным. Тогда локальный импульс просто переводите механически в эту бесконечную сферу и все. Полусферу даже. А дальше бесконечно. Вам дальше не нужно занять, вам нужно только внешнюю границу выделить. Также устроена структура сознания, влияние на внешний мир. То есть где сознание, вообще говоря, влияет на внешний мир. Вот вы выявляете оптику сознания. Собственно, вот вокруг вас, например, есть свечение. Есть определенные структуры, там, такие понятия, как биополя там, и так далее. В данном случае я говорю о структуре сознания именно вашей, то есть то, что вы выявляете в виде оптики. И эта структура, она часто разная, то есть человек воспринимает по-разному и в разном размере, в разном времени. Поэтому эта речь не идет о биополе, например, да, как таковом. Хотя такие явления, естественно, восприятия существуют, но в данном случае я имею в виду, что структура сознания — это есть то, что и называется сознание. То есть мы называем именно так, как есть в данном случае. И вот когда вы видите структуру именно сознания, то получается, что влияние на внешнюю систему, да, скажем, на внешний мир или на ваш внутренний мир, я все время в сегодняшнем семинаре говорю, что вот именно внутренний мир, после того, как я говорю внешний мир. Дело в том, что это именно взаимосвязанные в данной технологии системы, где мы выявляем зачастую в данной технологии именно границу. И вот влияние через границу области — это есть то, что вы достигаете управлением. То есть в данной области всегда можно достичь управления, если вы, например, видите перемещение границ, то есть просто перемещение границ. Обратите внимание, вам даже часто не нужно отслеживать дальнейшие действия. То есть вот выявили структуру сознания, знаете, что влияние идет за, например, границей, оптическая фаза, там, как бы действующей фракции сознания. То есть не обязательно даже, может быть, выявлять здесь структуру, предположим, какого-то другого импульса, а именно действующего сознания. Причем можно увеличивать действие путем увеличения просто слов в данном смысле. Предположим, если взять и сказать 2 раза действие, то действие усиливается, или там 10 раз, еще больше оно усиливается. Можно просто взять и сказать действие и, например, звук «и» усилить сознанием. Можно, предположим, просто взять сочетание «ДЕ». Да? «Е» — это бесконечная фаза. «Е» — это как буква, которая приближена к системе бесконечности. Тогда достаточно сказать «де», например, да, и переходит в бесконечное действие. И получается, что если мы начинаем управление с точки зрения логики устройства информации, то выявление уже информативных констант, вот, которые вам начинают помогать, Бог дал всем возможность иметь бесконечное количество знаний, то получается, что вы видите, что эти знания, они к вам очень близки. Знание Бога вообще находится возле вас. А душа, она практически все время получает, по крайней мере, у нее есть всегда этот путь, получать знания именно от Бога. И если человек, например, на это настроен, он и получает знания. И в данном случае можно видеть, как, например, душой видеть, как действует Бог, и видеть, как действуете вы своим, например, физическим телом. И получается, вы можете понимать, каким образом организован Бог сам, то есть как он на уровне физической реальности организован. Почему, например, Бог имеет структуры именно вечного развития, почему Он их знает, как Он их вообще объясняет. То есть вы начинаете входить в структуру взаимодействия, и тогда становится ясно, что общение — это есть действие по управлению внешней и внутренней реальностью. То есть часто обычное человеческое общение
рождает какие-то события. И именно плотное такое, как бы теплое, да, общение, когда внутренне люди друг друга понимают, то, получается, события реализовываются быстрее. И исходя из этого, ясно, что управление с точки зрения действия – это и взаимодействие, да, всех систем, по сути. Например, людей, внешнего мира, внутреннего мира. Если с этой точки зрения мы хотим понять, а какой внутренний мир, например, у собаки, тогда здесь мы сможем понять, как собака действует, да, на нас, предположим. Вот почему в данный момент собака как бы ведет себя так, или там, почему растение через внутреннюю систему действия расположено именно в тот момент, в том месте, вот когда вы проходите в каком-то конкретном месте. То есть понятно, что вы приняли решение и прошли, да, в каком-то месте, но вот с точки зрения Бога, например, когда все процессы управляемые, в чем смысл данного управления? То есть почему это дерево, да, оказалось там, например, там, с левой стороны и так далее. Когда мы начинаем ставить такие вопросы, мы видим, каким образом вообще дерево данное, да, оздоравливает, например, там, нас, оздоравливает там, весь мир даже, да, то есть потому что если есть элемент нормы, то есть дерево не срублено, тогда норма распространяется на весь мир. Значит, получается ясно, что не нужно тогда рубить деревья и так далее. И когда вы начинаете, например, анализировать, с чем это связано, то получается это связано тогда с вашим личным решением. То есть вы вот прошли, вы оставили структуру нормы, дерево сохранено. Эта структура распространяется на все другие системы информации, и уже идет процесс обучения. То есть также действует и Бог. Он своим просто действием дает всеобщие знания. И поэтому, когда ваше действие направлено на всеобщие знания, вы начинаете понимать с этой точки зрения, каким образом вы действуете на других. Но здесь существует еще другой принцип понимания, что это действительно так. То есть вот, что мир, который вас окружает, это действительно тот мир, где вы принимали участие в его организации. И когда вы начинаете эти связи видеть, вы очень просто приходите к себе. Вам достаточно тогда на уровне внутреннего управления поставить цель, и цель реализуется на уровне информации, вы начинаете понимать вообще, как строится информация, как вы ее получаете. И когда вы это видите по отношению даже к физическому телу, то когда это еще и, например, вы четко удостоверяете, что это совпадает на уровне просто событий обычных, в том числе физических, и тогда вы начинаете видеть, что задача, в общем-то, дальше простая стоит перед вами, то есть просто изучить этот процесс, скажем так, да, более глубоко, поэтому я в своем учении стараюсь все время дать именно фундаментальный по возможности уровень управления, а, как правило, часто и простое управление – это всегда фундаментальный уровень в том числе. И когда я, например, предположим, начинаю действовать так, чтобы через усиление, да, там, звука, через усиление слова, через звуковую форму управления, то есть всякими как бы методами, кроме словесных, давать более усиленное управление, то получается, что человек часто воспринимает именно другую форму, то есть форму усиления. Ведь Бог создал мир так, что, например, один уровень, первичный уровень управления – это есть какой-то локальный уровень мира, да, например, а форма усиления – это весь развитый мир, человек больше его воспринимает, даже исторически, скажем так, сложилось. И получается, что чтобы понять механизм развития, например, цивилизации и знать, что будет в будущем, достаточно форму этого усиления как бы выделить в своем сознании, в своей душе. И получается, в этом случае тело взаимодействует на уровне логики развития событий. То есть придав логику, например, тому процессу, что есть развитие, идущее от следующего действия, и проследив, каким образом можно построить собственный закон в управлении, то есть построить, например, фундаментальный уровень управления, где вы понимаете полностью именно фундаментальный смысл для вас в данное время. При этом не обязательно все время заниматься именно фундаментальным смыслом или акцентировать на этом внимание. Достаточно только выделить один уровень, и вы увидите, что следующий уровень по выделению именно фундаментального принципа устройства мира это есть действие, когда вы, получив, например, первые конкретные результаты по управлению, уже понимаете, что это системность, то есть это системный уровень, например, там, оздоровления, это системный уровень действия, где ваше действие – это есть действие бесконечное, и здесь нет понятия, например, отсутствия действия. У Бога, предположим, также нет понятия
например, отсутствие действия, да? Ибо каждое проявление в мире — это и есть действие Бога в том числе. И когда вы смотрите, что это первичное действие Бога, то получается, что по аналогии человек все время что-то делает, то есть он все время находится в динамике, в движении. И вот чтобы, например, сделать управление, идущее в бесконечный уровень, но таким образом, чтобы, например, видеть, каким образом вы лично участвуете в своих задачах, насколько интенсивно, да, насколько интенсивно вы помогаете другим. Здесь получается, что возникает спектр выделения в бесконечной информации того, как вы вообще решаете свои собственные задачи. И когда вы, например, начинаете этот анализ делать, то вот понятие упрощения действия, понятие простоты — это есть то, что вы начинаете на уровне многомерных систем решать свои часто простые задачи. То есть для решения, например, какой-то, может быть, и простой задачи, вы начинаете входить в структуру фундаментального уровня управления. И когда вы постепенно, например, там, привыкаете на таком уровне управлять, то получается, что дальше вы можете уже делать управление, идущее практически от вас в бесконечном действии через какие-то элементарные системы. То есть вы пошли в магазин, вы сделали какую-то бытовую работу, например, но когда вы, например, поняли фундаментальный смысл, то вот эта пролонгация как бы действия фундаментального смысла мира, она все время присутствует. Тогда каждое ваше следующее действие — это есть организация как бы еще более фундаментального уровня. И тогда вы начинаете понимать, что человек, он постоянно находится, вообще говоря, в этой системе. То есть, если нужно упростить, да, например, действие, то, по крайней мере, на логике надо понимать, что человек, он не может быть как бы на более простом уровне управления, он все время во взаимосвязи со всеми фундаментальными системами мира. И получается, что мы должны просто-навсего эти явления практически просто, ну, хотя бы периодически применять для того, чтобы регулировать структуру собственного развития, структуру управления от вашей души, а тогда получается, что как только вы выходите на структуру, где душа пересекается с внешним миром, там, где фактически Бог, ведь весь внешний мир — это тоже Бог действующий, да? Бог, действие Бога. И получается, что здесь, как только вы переходите от структуры души к действию Бога, вы видите каждый элемент совершенно именно в его реальном статусе, в статусе именно бесконечного развития. Тогда вы можете очень четко сказать, что конкретному человеку, например, нужно сделать, чтобы именно он был ориентирован и реально выполнял задачи именно бесконечного развития. И был ориентирован на бесконечное развитие в каждом действии, и в том случае, когда он действует совершенно свободно. То есть он может делать любую свою работу, с точки зрения именно созидательной, имеется в виду, работы. И когда вы таким образом можете выявить эту систему, то не обязательно этому человеку что-то конкретное даже говорить, а достаточно всего лишь навсего дать ему на уровне даже знаний вашей души, просто-навсего знания именно по тому, что ему делать в следующий раз. А он, вообще говоря, со стороны может дать знания, тогда получается вам. И когда вы, например, начинаете видеть не только личностный характер, то есть вот одна личность передает знания другой личности, но и видеть, что другие все люди также передают вам знания, да, и есть, конечно, уровень, который показывает, что Бог передает всеобщие знания и одновременно личностные, то вы видите уже в комплексе, как ваша душа, как ваше физическое тело, как ваш дух, например, сознание ваше, как формирует, ну, в общем-то, здесь по отдельности, например, ваше физическое тело, как ваш дух, предположим, формирует структуру развития души. То есть вы можете видеть, где, например, здесь получается, что где душа, например, действует через структуру духа, но на физическое тело. То есть практически можете рассмотреть все системы связей. И когда вы это уже видите, вы вполне можете сформировать полное здоровье на любом уровне, например, там, в любом органе, и тогда вы получаете уже информацию фактически, да, то есть действие по вечному развитию уже из собственных знаний. То есть вам не нужно никакой внешней информации для этого, ну, именно для того, чтобы обеспечить вечное развитие. Вам достаточно только ориентироваться на действие Бога, то есть видеть, что делает, например, Бог, да, в данной ситуации, и получается делать, например, просто по аналогии, да, в конкретном действии.
чтобы, например, именно посмотреть, что делает Бог, то есть научиться этому процессу. Можно научиться, вообще говоря, просто один раз, а потом просто этим пользоваться. Такое тоже возможно вполне. Но можно идти вместе с Богом, постоянно дальше совершенствуя, например, уровень управления, углубляя, расширяя, передавая все большему количеству людей. И это и есть путь именно, по большому счету, назначенный Богом каждому. Поэтому, когда вы начинаете видеть, что вы можете воспроизводить любое действие из собственного уровня своей личности, то получается, что организация любого действия — это есть фактически развитие вашей личности в структуру данного действия. То есть вы воспринимаете любое действие как личностное. Вот к чему как раз я сейчас и привел, потому что вот этот узел, он развязывается в том, что когда вы выявляли личностное действие во внешнем мире, в данном случае вы из внутреннего уровня воспринимаете любое действие как личностное. То есть весь внешний мир — это есть личностное действие ваше. То есть вы осознаете, например, уровень глубокой ответственности, уровень, например, возможности помощи, да, и оказания реальной помощи. Тогда получается, что вы оказываете часто очень быструю помощь. Например, вот сейчас можно сделать коллективное управление просто даже словами по, например, задачам всех, кто собрался в этом зале, и вообще говоря, по всем задачам всего мира. И получается, что эти задачи, они ощутимы на уровне того, что они начинают реализовываться. Вот вы можете видеть, как они реализовываются в плане именно задач личности, причем свободных задач личности. Для этого, опять же, идет уровень большего спокойствия, то есть логика начинает опять работать на уровне, например, просто спокойного состояния. То есть вот именно состояние логики, оно спокойное, а восприятие и действие идет как работа тела, физического тела. А дальше вы начинаете видеть, что душа формирует ваше тело, ваша собственная душа, и дух формирует структуру ваших собственных задач. То есть вы видите интеллектуальные свойства духа, например, но интеллект заложен от вашего сознания, от ваших задач, от задач души. То есть интеллектуальный дух именно тот, который формируете вы, лично вы. Бог же делает сам все, да, и поэтому научиться делать самостоятельно — это есть специальная задача. То есть придавать, например, свойства интеллектуального действия или свойства бесконечного действия просто на уровне оптики. Это, вообще говоря, тоже, конечно, интеллектуально, но когда дух воспринимается как структура жизни, да, например, вечной жизни, то это уже другой уровень интеллекта. Это как независимый статус собственного развития. То есть ваш дух также может развиваться бесконечно, а следовательно, тело тем более. И вот, исходя из этого, вы сейчас просто сделаете управление по именно совершенно спокойный уровень сознания, то есть вы очень спокойно смотрите, реагируете очень спокойно на все системы управления, именно максимально, то есть специально в управлении вводите систему спокойного сознания. И начинаете работать именно физическим телом по всем своим задачам, а следовательно и по задачам мира. Я сейчас поработаю вместе с вами. Исходя из цели дальнейшего развития, ведь весь мир должен иметь вечное развитие, получается, что действие не должно быть напряженным. То есть действие вечного развития должно быть достаточно легким зачастую. Или, вообще говоря, лучше, чтобы оно было всегда легким и естественным. То есть вот старайтесь вводить управление в специальную систему задач. Для вечного развития, вот мы, например, провели сейчас управление. Есть конкретный результат по регионам, например, да, но ведь задача — это научить всех, и чтобы люди все умели реализовывать именно структуру вечного развития. А получается, это более общая, более, да, продолжительная задача. И получается, что здесь нужно уметь вот эту собственную концентрацию там, в разовом действии обязательно экстраполировать, как бы воспринимать уровень своей личной задачи именно вот в бесконечном развитии. То есть в данном случае речь идет о том, что умение быстро входить именно в систему, отсутствие, ну, как бы некого, что ли, давления информации, когда вы работаете совершенно просто, это есть именно задача логическая, но и задача души, в общем-то, по сути. Бог дал возможность именно такую, когда люди передают знания другому человеку,
и причем очень просто часто передают. Поэтому, когда здесь мы делаем, вот, например, управление, необходимо рассмотреть, каким образом действие делать более спокойным, то есть рассредотачивать систему концентрации, потому что управление от физического тела – это часто очень мощная система концентрации. И когда вы, например, так делаете, то можно, ну, кстати, вот быстро, например, там, вылечить от, например, там, тяжелейших заболеваний, можно, например, сделать дистанционное управление, но при этом, если даже, например, там, вылечить большое очень количество людей или сделать, например, управление по макробезопасности реально не происходит, да, каких-то катастроф, макрокатастроф, то это же действие разовое, идущее, да, с текущего времени. А дальше начинаются ваши конкретные дела, и вот, например, чтобы применять систему концентрации, для этого надо, например, да, либо опять делать управление, либо, ну, например, периодически этим заниматься, но в данном случае речь идет о том, что в коллективном сознании, если там занимается какое-то количество людей, пусть даже очень большое, но не занимается, например, там один человек, то все равно система образования, вот Бог каждому дал возможность освоить всю систему вечного развития, она будет такой, что ради этого одного человека все равно будет идти система как бы внешнего управления. Получается, что здесь признак вообще вот этого действия, он еще и в том, что Бог дал возможность равенства, потому что равенство достижимо в плане именно вечного развития. То есть все равно там рано или поздно там, конкретный человек, который, например, там, не занимается технологиями вечного развития интенсивно там, или в данный момент, он так или иначе эти знания освоит, но ведь он проще осваивает знания, которые естественные. То есть проще осваиваются знания, которые простые, и они, в общем-то, наиболее естественные. Поэтому вот система именно как бы расконцентрации, да, получается, можно такое слово ввести в плане именно том, что не нужно часто слишком сильно концентрировать действия. Потому что когда, особенно, опять же, я вот здесь показываю, что управление от тела – это часто сверхконцентрация. То есть там идет процесс очень сильного приближения к физическому телу единого Бога на уровне и информации, и уровне как бы ментального, когда человек, получается, что начинает мыслить так, что он видит Бога всегда, вот именно на уровне восприятия души. Вот именно так мысль сфокусирована, она концентрирована, что человек видит Бога всегда. Получается, что когда вы начинаете делать управление, например, более, например, простое, да, более расслабленное, так скажем, то вам тогда проще передать другому человеку, вот, который, например, не имеет такого объема знаний, как у вас. И самый простой вариант – это умение в обычном состоянии постоянно передавать очень большое количество знаний. То есть в этом случае, кстати, работает структура, где дух, душа, физическое тело и сознание человека – это есть единая величина. Это есть величина, которая одновременно воспринимает Бога. И, кстати, воспринимает одинаково. И когда вы, например, начинаете на эту величину выходить, это как часто в виде свечения где-то вот с левой стороны, и начало, идущее от сердца, например, вы видите, что идущее начало от сердца – это часто только единственный уровень начала. Если, например, смотреть другой орган, надо поуправлять, чтобы перевести центр управления в другое место. Но можно смотреть просто на себя, да? Тогда ваш любой уровень – это есть передача знаний. Ну, например, можно перевести на мизинец, просто управляющим действием. Тогда получается, что ваше действие рукой там, – это есть управление. Не обязательно оно может вообще любым быть, то есть оно может не содержать какого-то там специального смысла, там, каких-то символов. Просто вы знаете, что вы можете, например, знать определенные знания про, например, там, мизинец правой руки там, да, или левой, там, не суть важно. Вообще про, например, любой уровень проявления вашего физического тела, вашего уровня души, вашего действия духа. Тогда получается, что вы имеете вот этот уровень концентрации, где одновременное восприятие Бога как уровень постоянного, бесконечного уровня передачи знаний. То есть вы, кстати, очень четко можно увидеть, как, если так вот как бы на физическом уровне, это примерно вот в этом районе там начинает светлеть
как бы, ну, в общем-то, небольшая как бы сферка, увеличивается поток, если вот внешний, даже, там, например, там, цифровой видеокамерой фиксировать, то можно увидеть, может быть, не все цифровые, но со специальным, там, например, да, настройками. Начинает фиксироваться такая вот величина, которая практически говорит о том, что вы можете бесконечным уровнем личного знания передавать знания другим. То есть это абсолютно состояние ненапряженное. Вот характеристика этого состояния – это спокойное состояние, это, наоборот, состояние радости, состояние простоты того, что все люди осваивают, например, да, систему вечного развития. И когда вы вот к этому приходите, это есть истинное ваше здоровье с точки зрения Бога. То есть возможность передавать бесконечную ну, как бы информативный уровень, бесконечную просто информацию, бесконечные знания в состоянии любого спокойного действия. То есть радость от того, что вы даете знания вечного развития другим, ну, как одна из характеристик данного состояния. И когда вы, например, смотрите, как это делает Бог, например, то ясно, что физическое тело единого Бога, оно реагирует на данное состояние, то есть у него данный уровень существует всегда. Когда вы, например, начинаете как бы спрашивать, задавать вопрос, а как у вас, да, выявить эту структуру, то идеологически очень просто. Задача вечного развития, технически понятно как, то есть физическое тело, душа, дух, сознание, вообще все явления и проявления вашей личности именно воспринимают одинаково Бога, тогда получается, что как бы язык тела, да, язык души – это одно и то же понятие с точки зрения логики восприятия. Ну, и, естественно, там восприятие духа и так далее. Получается, что это единый уровень, а это же ведь уровень Бога, то есть вы видите, получается, Бога в тот момент, когда Он вас создавал. То есть вы Его узнаете. И когда вы Его уже узнаете, то есть вы Его знаете, там дальше проблем нет, тогда, получается, вы же на словах уже даже получили всю информацию по вечному развитию. То есть у вас, в принципе, тогда уже вообще нет никаких проблем, вы можете спокойно сделать любое управление и достичь обязательной реализации. Вы видите статус бесконечного времени, но вот реализацию вы можете достичь именно в контролируемое время, то есть в то, которое вы закладываете. То есть все ресурсы в этом случае у вас есть. И как бы, по сути, особых-то проблем в этом случае нет. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.